Озеро Эбинур на западе Синьцзяна – одно из самых ветреных мест в Китае. Здесь половину года бушуют ураганы свыше 6 баллов по шкале Бафорта. Сезон ветров начинается весной. Воздух теплеет, просыпаются песчаные змеи. Клубятся облака, все оживает, распускаются цветы, наступает весна. Перелетные птицы улетают вместе с ветром. Ветер незаметно меняет весь мир. В апреле зима еще не покидает леса Большого Хингана. Минимальная температура колеблется возле отметки 20 градусов ниже нуля. Сибирский колонок, которого в простонародье называют хорьком, осматривает лес. От его острого чутья добычи не спрятаться даже под толстым слоем снега. Снег по-прежнему покрывает лес, но весна подходит все ближе. Редко встречающиеся совиные неяс и тефилин внезапно увеличили свою дневную активность. Они готовятся к наступающему периоду размножения. Самые быстрые из сов, ястребиные совы, с наступлением весны мигрируют на север и в тайге, близ полярного круга завершают процесс размножения. Днем температура воздуха поднимается выше нуля. Под солнечными лучами начинает таять лед на реках. Зима еще не сдалась, но весна уже на подходе. Лесной хомяк, который не впадает в зимнюю спячку, покончив с осенними запасами орешков, решает покинуть свое жилище под снегом и выходит на солнце. Возможно, здесь ему удастся отыскать орехи. Увлекшись лакомством, хомяк упускает из виду убийцу в кроне дерева. Особая структура глазного яблока позволяет ястребиной сове приспособиться к яркому дневному свету, а также видеть все в темноте. Ястребиная сова – удивительный охотник, способный охотиться в любое время суток. Сова обнаружила лесного хомяка, разыскивающего орехи. Охота скоро начнется.
хомяк обнаруживает убийцу в воздухе и счастливо спасается бегством. В леса Большого Хингана с зимовки возвращаются маленькие птицы. Это признак наступления весны. На изломе зимы погода все время меняется. Большой Хинган — это северная оконечность, до которой могут долететь теплые потоки ветра с Тихого океана. Но налетает сибирский холодный ветер, и в лес снова возвращается зима. Температура стремительно падает, и лесной хомяк скоро окоченеет от холода на снежном ветру. Конечно, ястребиная сова не может упустить такой шанс. Она немедленно взлетает. Это превосходная убийца в воздухе, скользит, парит на малой высоте, хватает добычу и уносится. Идеально, словно по учебнику. Большой Хинган — это бескрайние леса на севере Китая, в которых обитает несметное множество удивительных живых существ. Вот уже более половины столетия здесь интенсивно вырубается лес. С наступлением весны вырубка леса прекращается. Когда-то на Большом Хингане располагалась почти половина лесной промышленности всей страны. Сейчас наступает длительный период восстановления. Саговник паньжихуаский — растение, сохранявшееся на протяжении 280 миллионов лет с каменно-угольного периода. Это растение, которое пережило множество ледниковых периодов в четвертичную эпоху. В последних числах апреля начинают распускаться тычиночные цветки саговника. Мужские цветки цветут ежегодно, тогда как женские всего лишь раз в 2 года. При этом саговник распускается в разное время. Женские цветы саговника распускаются на месяц позже. На тычиночный цветок тут же сбегаются муравьи и начинают поиски пищи. Их цель — личинки голубянок. Личинки голубянок — убийцы саговника. Даже такие крепкие, словно железо, листья могут быть съедены подчистую. Личинка голубянки огромна. Одному муравью с ней не справиться. Нужно непременно созвать отряд помощников. Муравьи, преследуя личинок, пролезают в букет саговника. Они легонько ударяют по телу личинки, и личинка выделяет много сладкой медвяной росы. И муравьи наслаждаются вкусной едой. Личинки-голубянки для них словно тучные муравьиные коровы. Саговник паньжихуаский произрастает только в жаркой долине реки Динь-Шадзян. К концу апреля температура в долине реки Динь-Шадзян повышается до 35 градусов. Не только саговник, но и вся долина сталкивается с испытанием высокой температуры. Горячий воздух и сухость. Долина Динь-Шадзян словно превращается в горящий очаг. Ежедневно в воздухе, зорко наблюдая, кружат вертолеты.
ведь в любую минуту может возникнуть точка возгорания. Число пожаров Ханьчжихуа занимает половину всех пожаров провинции Сычуань. Однако невозможно уберечься от лесного пожара, который стремительно распространяется со скоростью 11 километров в час. Сухой и жаркий, как огонь, ветер высушивает растения и деревья. Каждый месяц только в одном округе Паньчжихуа, в сухой долине Диньшадзян, вспыхивает 10 лесных пожаров, то есть в среднем один раз в 3 дня. В округе Паньчжихуа провинции Сычуань почти 5000 различных пожарных. Воздушные массы под высоким давлением спускаются с Цинхай-Тибетского Нагорья в узкие ущелья Диньшадзян. Температура резко повышается на более чем 20 градусов, порождая сухой горячий ветер в долине реки. Через месяц в Паньчжихуа наконец-то распускаются женские цветки саговника. Особая структура женских цветков приспособлена для распространения пыльцы с помощью ветра. Многочисленные пестики и тычинки зарастают тонкими ворсинками, чтобы максимально увеличить площадь поверхности и схватить на ветру как можно больше пыльцы. У такого древнего растения, как саговник, очень низкая вероятность размножения. Пыльца распространяется в основном с помощью ветра, и женским цветкам нужно успешно поймать пыльцу, а для этого нужна удача. Все ждут ветра. На обширной территории Китая ветер циркулирует по-разному, формируя разнообразную климатическую структуру. В апреле в районе к югу от реки Янцзы время муссона. Люди называют весну в этом районе самыми красивыми эпитетами. Даже в наши дни, несмотря на стремительно развивающуюся экономику Китая, здесь по-прежнему сохраняется традиционный образ жизни. Местные люди живут в природном ритме, который тысячелетия передаются из поколения в поколение. Китайские традиционные птицы счастья мандаринки стягиваются на озеро к югу от Янцзы.
Озеро Юань-Янху в уезде Уюань – крупнейшее место зимовки диких мандаринок. Мандаринки – перелетные птицы. С места зимовки они мигрируют в места размножения. Их траектория полета как раз очерчивает область Китая с муссонным климатом. Сейчас мандаринки собираются с помощью муссона отправиться на север. Длина их миграционного пути достигает 1000 километров. Лед и снег еще не стаяли в горах Чанбайшань, и кажется, что это абсолютно другой мир, не похожий на юг от Янцзы. Тем не менее, широколиственный лес, раскинувшийся от правобережья Янцзы до Чанбайшань, один из характерных черт экосреды муссонной зоны умеренного пояса Китая. Мандаринки избрали местом размножения горные ручьи Чанбайшань, поскольку привыкли гнездиться в дуплах. Обширный первобытный широколиственный лес дает лучшую защиту их будущим поколениям. Снежные покровы тают, пополняя водой горные ручьи. Муссонный климат вызывает обильные осадки в восточной части Китая. Реки, пересекающие Китай, питают равнину в нижнем течении Янцзы, благодаря чему восток Китая стал одним из самых удобных районов для проживания во всем мире. В ледяных горных речках самцы мандаринок начинают искать себе пару. Юго-восток Тибета отличается влажным мягким климатом. Здесь раскинулись первобытные леса. Пейзажи здесь совершенно не похожи на пейзажи других районов Цинхай-Тибетского Нагорья. Наступает весна. По мере роста высоты над уровнем моря одна за другой распускаются азалии. Азалии, раскинувшиеся с юго-востока Тибета до горного хребта Хонгдуань, украшают самые красивые в мире леса умеренного пояса. С начала XIX века азалии вышли на мировую арену и украсили мировые цветники. Теплые воздушные потоки с Индийского океана дуют вдоль ущелья реки Цангпо, порождая богатую живую систему в колоссальной величественной горной цепи. Когда муссон дует над горой Садзила, на склонах гор, прежде покрытых снежным покровом, зарождается чудо. Удивительные растения начинают расти со стремительной скоростью. Меньше чем за месяц их высота достигает 2 метров. На высоте 4000 метров ревень благородный
король растений. Июнь — время тысяч цветов на высокогорных лугах. В горах высотой 4000 метров растения яростно соперничают между собой за право распуститься. Их пыльца распространяется благодаря насекомым. Период цветения высокогорных растений очень короткий, поэтому за внимание насекомых идет еще более яростная борьба. Каждый привлекает насекомых как может, яркими красками и особыми ароматами. В соперничестве у ревеня есть свой секрет. В это время года с Индийского океана непрестанно дуют теплые ветра. За один день сменяются все 4 сезона. За 2 часа температура воздуха может упасть с 10 с лишним градусов до 0. Ревень сам себе теплица. Его листья оборачивают тело, складываясь в полупрозрачную конструкцию. Эти листья создают изолированный мирок. Пусть снаружи снег и ветер, внутри будет тепло, как весной. Это соблазн, перед которым не могут устоять насекомые. Приют ревеня встречает первых гостей. Крылья медоносной пчелы пропитались водяным паром. После полета при такой влажности она утомлена. Пчела наконец-то нашла место для отдыха. Пройдя через слои листьев, медоносная пчела достигает дверей приюта. Здесь ее ожидает лакомство. Богатые нектаром цветы ревеня распускаются в теплице. Для медоносной пчелы здесь ресторан высокого уровня. В благодарность пчела помогает ревеню с опылением. Это классический пример взаимовыгодного сотрудничества между флорой и фауной. Пчела, так радушно принятая ревенем, далеко улетает вместе с пыльцой. Теплый ветер дальних краев, опираясь на особую мудрость жизни, сочиняет единственную в своем роде жизненную среду юго-востока Тибета.
А в 2000 километрах к востоку от юго-востока Тибета жители маленького острова в Восточно-Китайском море соревнуются с сезоном тайфунов. Остров Дзяушань – дом более чем 1000 китайских хохлатых крачек. На них лежит большая ответственность выкормить потомство до наступления сезона тайфунов. Тайфун – это ураган, дующий со стороны океана. Он достигает скорости 200 км в час, круша все на своем пути. Желтоклювые большие хохлатые крачки являются большинством жителей. У китайских хохлатых крачек черный кончик клюва. Это малочисленная группа, насчитывающая только 30 с лишним особей. Число этих редких птиц в записях наблюдения во всем мире не превышает 50 особей. Успех или неудача их размножения в эту пору имеет очень большое значение. До самого опасного сезона тайфунов осталось не более 2 месяцев, а значит, времени очень мало. Выведение потомства начинается с высиживания яиц. У крачек отец и мать высиживают яйца по очереди. Плотность населения на маленьком острове велика. Случается, что птицы ошибочно принимают чужие яйца за свои, поэтому время от времени между соседями вспыхивают ссоры. Несмотря на жаркие споры между соседями, остается множество яиц, которые никого не интересуют. Если яйца долго не высиживать, то они быстро портятся.